Привет. Пока-пока. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something. Короче, что? Опять мое короче. Мне нужно от этого избавляться очень срочно, походу. В общем, Серега дошел до банка. Нет, вернее как. Мы сначала написали им на почту, именно в том банке, в котором открывали счет, и спросили, нет ли наше имя там пластиковой карточки. В ответ они нам сказали, что пластиковой карточки нет, счет мы видим, но вы не открывали пластиковую карточку? Суть в чем? Когда мы пришли, мы попросили, нам нужен типа счет в евро. Мы хотим открыть аккаунт, счет в евро. Но мы почему-то подумали, что это же понятно и логично, что сейчас всем нужны эти пластиковые карточки. Оказывается, там нужно именно уточнять, что вам нужен не только счет в банке, но и пластиковую карточку. Очень будьте внимательны с этим. И мы просто даже не понимаем, почему та девушка, которая нам выдавала этот счет, ну там определенная бумажечка такая, в полиэтиленовой такой, неважно. В общем-то, почему-то девушка на наш вопрос, а пластиковую карточку можно забрать, она сказала, а мы не можем вам ее дать. Почему она нам не могла сказать, типа, ее нужно заказывать отдельно, там, и так далее, потом еще ждать 2 недели, там, тыры-пыры. Она просто сказала, мы не можем вам ее дать. Вот. Естественно, после такого ответа мы подумали, что санкции, все дела, и просто перестали гражданам Российской Федерации выдавать пластиковые карточки в Сербии, дабы создать дополнительные неудобства для тех людей, кто покинул Россию. Ну и вот Серега сходил в другое отделение Паштанска стадионника сегодня, и как раз сейчас мне звонил и рассказывал о том, что карточку нам откроют, и забрать ее можно будет через 2 недели. Представляете? Так что бегите быстрее и делайте карточки в Паштанска стадионика. Крышечки. А я вернулась к своему методу не забывать о всех делах, и на ежедневной основе заполняю блокнот, книжечку, то есть список дел. То есть я прописываю каждое дело каждый день, пока его не сделаю, потому что очень важно доводить то дело до конца, которое ты вот дал себе установку в голове. Если ты про это дело забыл, и оно у тебя ушло куда-то, ты на него тратишь свою энергию, на это дело, которое вышло из твоего сознания, ну, ушло в бессознательное. Психологи поймут. Итак, я прописываю ежедневно свои дела, пока все не сделаю до конца. И вот там вычеркиваю по 5, 6, 7, 8 строчек из этого списка. И список ежедневно, естественно, пополняется еще на 8, ну как бы на 5-8 дел. Вот. И нужно это все не забывать. А также в моем списке обязательно есть йога. Каждый день я прописываю, что я с утра, как просыпаюсь, иду заниматься йогой. Все, я без йоги больше не могу. Если я ей не буду заниматься день-два, у меня все ноет просто. Я так себя хорошо чувствую, когда я разомну все свои косточки. Также у меня в списке на ежедневной есть основе английский язык 30 минут и книжка 30 минут. К сожалению, я не всегда уделяю этому времени. Наверное, отталкиваюсь от того вообще, как сложится мой день. Допустим, если у меня нужно выдвигаться куда-то из дома, допустим, в центр и так далее,
то все. В принципе, про этот список можно практически про весь забыть, потому что если выдвигаться в центр, почему-то это всегда затягивается на очень овер дофига часов, и возвращаемся мы домой очень поздно, там уже как бы ужин, все дела, и как бы уже не до дел особо. Вечером я в основном монтирую ролики. Я не могу другим ничем заниматься. Допустим, уборка вечером — это вообще не мое, не про меня и так далее. Уборкой я могу заниматься только днем. А вечером у меня вот душа лежит только на монтаж видео. Также в моем списке обязательный пункт — это упражнение вокал. Опять же, очень редко я сейчас делаю упражнения вокальные. Кто занимался вокалом, понимает, что если не упражняться там на ежедневной основе, через 2 дня, через 3 дня, ну, 1 раз, 2 в 3 дня, то мышцы, они подрасслабляются, и в целом потом можно потерять свои навыки пения. Вот. И у меня навыков не так много, но потерять я их очень не хочу, поэтому вот в списке обязательно есть упражнение вокал. А также я сюда записываю дела, которые нужно сделать по дому, даже самую мелочь. Допустим, я увидела где-то пятнышко на занавесках, то есть я записываю это сюда, что занавески нужно замочить, постирать, убрать пятно и так далее, потому что я могу забыть, я все могу забыть, то есть я могу это заметить, забыть, и так это и будет висеть, лежать и так далее. Поэтому я стала все записывать. Друзья, 13 ноября, вечереет, мне уже холодно, надо, короче, утепляться. И я теперь уже иду, что... Я, короче, иду уже в пуховичке таком и в шапке. Но то, что я хожу, конечно, в шапке, на меня смотрят как на сумасшедшую. Мы с Серегой за все это время, наверное, только 2 человека видели в шапке, и то, походу, они не местные были. Ну, прям такой феномен встречается очень редко. И даже с девушкой, с местной, которые тут общались, она говорит, вернее, не с местной, а с русской девушкой, которая живет уже здесь 10 или 12 лет, что-то типа такого. И она говорит, что зимой, в принципе, ни шапку, ни перчатки можно не надевать. А я такая сейчас подумала, блин, ноябрь месяц, хочется и перчатки, и как бы шапочку надеть, чтобы в комфорте уж точно и наверняка ходить. Вот. Ну, у всех восприятие к холоду очень разное. Я вот мерзлячка. Мне нужно, чтобы я была укутана в тепло и в заботу. Решилась, наконец, на покраску в темный цвет. Буду краситься не в черный, в такой, в темно-коричневый, чуть-чуть с холодного оттенка такого. Не знаю, короче, что получится. Посмотрим. Я думаю, мне пойдет. Мне некоторые девчонки тоже уже писали, что мне точно пойдет. Я была в черном, короче, мне нормально было. Вот, а вы потом оцените и скажете мне, как вам понравилось или нет. Записывала видео, а потом поняла, что один кусок не записался, поэтому дозапишу сейчас этот кусок. В общем-то, с Серегой мы ходили, узнавали по поводу аренды автомобиля в другой компании. Мы же до этого узнавали в Нови Саде, а тут мы решили в Белгороде уточнить. Вот. И, короче, в Белгороде ценник, в принципе, приблизительно такой же, как в Нови Саде, но единственный момент, мы же ищем компанию, чтобы не было ограничения в километраже, что в Нови Саде километраж был 200 километров в день. Это очень мало, и я вообще не понимаю, для чего это нужно и что вообще с этим делать. В общем-то, нашли мы компанию. Сейчас сделаю вам вставочку с ценниками, приблизительными машинами. Ставьте на паузу, чтобы посмотреть ценники. Возьмем, например, Fiat Panda, который находится на первом месте.
А если брать на 1-2 суток, то машина будет стоить 24,50 евро. Далее 3 и 5 дней 19-16 евро. И далее 6-10 дней 18-38, в общем-то, и так далее. Самая максимальная скидка 14,70 евро. Далее внизу вы видите страховку, которую вы можете приобрести к автомобилю, вернее, вы ее приобретете. Стоимость также указана по дням. Мы читали условия и сначала приофигели, потому что в переводе было написано, что нужно оплачивать только карточкой, а наличными может оплатить только резидент Сербии. Мы не поняли, типа, почему такая фигня. Вот, и написали им в WhatsApp. Они нам ответили, сказали, нет, конечно, приезжайте, оплачивайте наличные карты, как вам угодно. Вот так. К нам тут на днях подходил серб. Он был прилично одет. И он просто мимо нас проходит и говорит, что, что-то типа, дайте, пожалуйста, 50 динар. Мы сначала не поняли, переспросили, что он хочет. Он также продолжал говорить, там, 50 динар. Вот, и мы такие, окей, ладно, хорошо. Может, что случилось. И он такой, можете 100, можете 200 дать, можете 1000 дать. И мы такие не поняли, в смысле, что это сейчас произошло. Вот. Но, не знаю, нам что-то показалось это очень странным. Мы дали ему 50 динар. Вот. И он просто их взял. И такой, типа, развернулся и пошел. Я не знаю, как это оценивать. Ничего плохого как бы не хочу сказать. Не знаю. Я все время прохожу мимо вот этого домика, и у меня такое ощущение, как будто это ранчо какое-то. Знаете, типа, такие... Типа, я не знаю, что это верандочка, вон еще одна верандочка. Как-то все это, что листьев много валяется, как-то так прикольно очень смотрится. Особенно, когда закат. Вот, видите, какой красивый там на доме отражается, такой розовенький. Вот так вот. Местечко прикольное. Но вы знаете, вот я кому-то рассказывала про Ветерник. Мы же не в Ветернике, грубо говоря, находимся, а между Ветерником и между районом Адица. Очень странно. Вот, кстати, мусор. И мне человек сказал, что они вчера там были в Адице. Им там типа а-ля не понравилось. Я понимаю, что есть как бы различные мнения, и, допустим, для нас очень важно, чтобы было очень спокойно, уютно, чтобы были частные дома и более-менее аккуратно. Вот, что для нас очень важно. Вот, а для него, допустим, важно больше цивилизации, больше людей, больше магазинов и так далее. Нам, в принципе, это не в первую очередь как бы стоит, да, поэтому нам этот район нравится. Опять же, вы, допустим, приедете сюда, у вас тоже может быть что-то и не устроит. Это же нормально. Это... Я могу вам 200 раз сказать, что это место самое лучшее на свете, но не факт, что оно будет хотя бы чуть-чуть нравиться вам. Вот что я хочу сказать.